Привет! Сегодняшнее видео без лишних слов будет не менее интересное, нежели предыдущие, но предупреждаю, если ты страдаешь трипофобией, лучше покинь это видео и не мучь себя. И сегодня я покажу очередной дизайн, который 100% привлекает внимание. Но вначале давайте же избавимся от предыдущего. Кстати, если ты пропустила этот дизайн, специально для тебя всплывет подсказка справа в углу экрана на видео. Совет от бывалого. Длинные ногти лучше перенаращивать, нежели делать коррекцию, особенно если время между коррекциями затянулось. Так вы не тратите время на снятие старого покрытия, и плюс не нужно наваливать кучу материала для того, чтобы поднять клюющие кончики, ведь на длинных ногтях это особенно затратно. И для тех, кто не в курсе, сейчас я снимаю не просто какие-то стразики и блестяшки, а спиливаю самое настоящее скелетное образование моллюсков, проще говоря, ракушку. А они состоят на 40% из кальция. Ну типа суперпрочные. Поэтому всем было интересно, как я буду снимать этот дизайн. Ну и вуаля. Снятие произвожу твердосплавной насадкой от Wilson с черной насечкой. Это одна из самых грубых насадок. Почему не взяла керамическую? Все дело в том, что керамика более хрупкая. И если при контакте с ракушкой насадка не выдержит, то этого бы просто не хотелось. Единственная проблема, с которой я столкнулась, это то, что ракушка быстро нагревалась. Так что в целом справилась быстро. Шух-шух и готово. Дальше все по стандартной схеме, зашлифовываем торец и поверхность ногтя. Здесь мы снимаем глянец и зашершавываем. Запиливаем до шершавости. Вот такое должно быть. Не больше. Так как это видео не про то, как сделать правильную коррекцию или осуществить прочное покрытие, а больше про дизайн, то детально вдаваться в подробности я не буду. Просто чистим птеригий и кутикулу. Далее таки спаиваю свои ногти алкоголем и затем очищаю их душеньку от грязи. Затем наношу бескислотный кислотный праймер. Интересно, а вы поняли, почему я сказала именно так? Ведь во всех моих словах есть смысл. И сегодня на себя я решила намазать Air базу от Fox. Это хорошая база, особенно для тонких поврежденных ногтей. Но и на моих обычных она держится ничем не хуже, поэтому чё зря стоять пылиться. Эта база жидкая, для выравнивания она не подойдет, но является отличной подложкой перед укреплением жесткими материалами. Наносим втирающими движениями среднетонким слоем. На самом деле у меня есть очень много материалов, которые я не использую, потому что их никто не просит. И вот один из них — это гель-лак с эффектом павлиньего пера. И даже на флакончике нарисованы павлиньи перья. Но почему название именно такое, я, честно говоря, не понимаю. А если же вы все-таки поняли логику производителя, please, напишите нам в комментариях пояснительную. Теперь необходимо взять любой густой гель, который держит форму. Полигель, конечно, не прокатит, ведь он чересчур жесткий. А в таком случае идеально подойдет гель-желе. Он мягкий и пластичный, но в то же время не плывет, как дамы перед турецкими сериалами. И тра-та-та-та-там! Самый главный ингредиент сегодняшнего дизайна – это чудо-волшебные шарики. Самый плюс их в том, что они металлические, и даже если ваша баночка рассыпется, вы можете прошуршать по полу вместе с магнитом. Такие шарики продаются в разных наборах одного цвета, двух цветов или микс, как у меня. И максимально, что меня обрадовало, мне доставили их всего за 2 недели, хотя обычно доставка занимает от 1 до 3 месяцев, и иногда даже больше. Ссылки искать, как обычно, в описании под видео. И пока я с вами торгуюсь, уже выкладываю шарики на непросохший гель-желе. Первый слой сушим в лампе. Вновь промазываю тем же гелем. И начинаю второй слой выкладки. Шарики размещаем по-разному. Где-то глубже, где-то ближе, где-то выше, где-то плотнее, а где-то не очень. И все для того, чтобы они были не в одной плоскости. И не переживайте, если какой-то бабблс торчит выше всех. И не забывайте про размеры выкладку. Самые крупные шарики должны быть в месте, где будет больше всего геля. После просушки заливаем это все кристально-прозрачным любимым гелем. И делаем выравнивание. Кстати, такой дизайн можно делать и на коротких ногтях, но в таком случае шарики на кончике необходимо выкладывать меньшего размера и не так густо, и тогда ногти получатся тоненькие, без лишней толщины.
После просушки снимаем ляпкость и переходим к опилу по форме. Как видите, и в моей интенсивной выкладке ноготь не получился супер широким на кончике. И это еще до опила. Пилю, выравнивая поверхность. Сглаживаю переход у кутикулы, убираю наплыв лепешки вдоль боковых валиков и выравниваю торец. И не просто выравниваю торец, я его опиливаю, заужаю и привожу к форме будущей линии улыбки для френча. Ось яке гарненьке яєчко вышло. Вот какое красивое яйцо получилось. Берем черную гель-краску и старую любимую потрепанную кисть. И в принципе вот это движение сейчас лишнее, но в тот момент я думала, что у меня будет совсем другой дизайн. Поэтому пока я с умным видом мажу себе чуткую линию френча. Примеряю верхнюю форму, смотрю, чтобы размер подходил, и она перекрывала все точки зоны вроста ногтя. Все 2 точки зоны вроста ногтя. После во внутреннюю часть формы лепаю кристально-прозрачный гель до нужной мне длины и формы. Основной упор уходит от зоны стресса на кончик, то есть у кутикулы я гелем даже не мажу. Под углом приставляю форму к ногтю с отступом от кутикулы в 5, а то и даже больше миллиметров. И плавно опускаю, опустив, подвигаю к кутикуле, не забыв при этом оставить отступ 2-3 мм. А дальше форма сидит как летая, если она подобрана по правильному размеру. Если размер будет меньше, она будет подскакивать и отклеиваться от ногтя. Под ногтем также распределяем гель, если это необходимо. Но в принципе вообще там все норм. После просушки поджимаю и снимаю вот так вот. Щелк. И готово. Остается осуществить небольшой опил по форме. Нижние параллели с 2 сторон. Центральная ось как полагается, здесь пилить ничего не нужно. А вот торец ставим на пилочку под углом 45 градусов на уголки. И начинаем активно пилить до тех пор, пока центральная часть кончика не дотронется до пилочки. И еще проверяем, чтобы нижние параллели были на одном уровне. Кладем свободный край ногтя на пилочку и трошки шлифуем. Отпечатка получилась хорошая, тут-то в принципе и нечего пилить. Поэтому переходим сразу к дизайну. Беру гель-лак, яркий, красивый, и мажу кончик. Дальше было еще много манипуляций с дизайном, пока я не определилась и не выбрала то, что выбрала. Поэтому давайте перейдем сразу к покрытию топом. И... ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Блин. Как это здорово, красиво, сочно, необычно и просто вау! Кстати, от металлических шариков никакого дополнительного веса на ногте я не ощущаю. Ох, этот дизайн можно разглядывать и разглядывать. Ну это просто волшебно, что-то фантастическое, красивое, супер, класс. Какая я молодец! Я, мне кажется, заслужила лайк или комментарий. А еще можете поделиться этим видео у себя в соцсетях, скинув ссылку. Благодарю, спасибо. Не переключайтесь, увидимся, услышимся в следующем видео. Пока-пока.